Здесь у меня несколько хороших игр. Вот это, например, Древний ужас. Его, наверное, многие знают и заслуженно любят. Куча контента, очень большое приключение, интересный нарратив. Здесь Хантеры. 2114 год. Еще больше контента, сложные правила, много миниатюр. Интересная игра. Ну, Oathsworn. Верные клятве, более 20 миссий, безумное количество геймплея, очень большой нарратив, хорошие большие игры, очень большие игры. Но я предлагаю поговорить не об этих маленьких играх. Я сегодня предлагаю поговорить о Мидаре. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Geek Media, с вами Павел. И сегодня мы будем разговаривать про настольный кооперативный Dungeon Crawler, который называется Мидара. Причем это часть первая. Вот эта вот коробочка со всем этим контентом, это первая часть. Игра вышла в 2019 году. Она рассчитана на количество игроков от 1 до 4. Возрастной ценз на коробке стоит 15 лет. Ну так, по моим ощущениям, наверное, и лет 12, как бы 13, наверное, особенно мальчики с удовольствием поиграют. Сейчас дальше поймете почему. Там, собственно, нет никакого супер откровенного контента, хотя вот такой аниме-фан-сервис присутствует. Игра состоит из набора миссий. Примерно 1-2 часа у вас будет уходить на каждую миссию. Суммарно декларируется в этой коробке примерно 90 часов контента. Но мне кажется больше. По сайту Board Game Geek сложность правил 4,14 из 5 возможных баллов на данный момент. То есть это типа очень сложная игра. Ну, то есть из 90 часов контента примерно 89 у вас уйдет на изучение правил. Не, ну я прикалываюсь, конечно. Чуть попозже я расскажу часть правил. Не безумно. Ну, сложно, хардкор, но не безумно. Игра изначально вышла на Kickstarter. Это, собственно, если кто не знает, это такой краудфандинговый сайт, на котором издатели, молодые начинающие издатели, а иногда даже и законченные, собирают деньги на издание какого-то проекта. Ну вот, как бы, сколько собрали, столько коробок напечатают, и всем, кто денежку вложил, пришлют. Вот, собственно, Succubus появился на Kickstarter, Succubus Publishing, и у них собственный авторский коллектив. Выпустили эту игру, долго выпускали, долго делали, начали рассылать понемножку. Ну вот, собственно, до нас дошла уже первая часть, уже даже предполагается локализация этой первой части. Hobby World вроде бы обещал, то, что через некоторое время будет локализация. Я играл только в английскую версию, поэтому, ну, в процессе рассказа, возможно, буду сбиваться на какие-то такие жаргонизмы. Вместо улучшить, заапгрейдить или что-то такое. Ну, потому что английский язык здесь в данном случае с этой версией привычнее. Конечно, я сейчас не буду рассказывать абсолютно все правила Мидары. Ну, собственно, и нет такой цели. Хочется дать общее представление, ощущение об этой игре, чтобы вы могли понять, оно ваше или нет, стоит ли это вообще покупать, играть. Расскажу, конечно, правила в общих чертах, пойду там как бы от часто используемых правил к более редким, что-то вообще не упомяну, но в общих чертах, я надеюсь, я смогу объяснить вам, что представляет из себя игра. И в этот момент, наверное, давайте перейдем немножко, скажем, об истории игры. А история игры не в том смысле, как она производилась, а в том смысле, что здесь происходит. Вот Мидара — это некая планета. Планета, которая находится где-то, мы не знаем где, но там есть порталы, и эти порталы ведут на Землю. И люди, которые живут на Мидаре, они бессмертные. Абсолютно. То есть у них там биологические процессы все остановлены полностью. И если там 2-летнего ребенка взять из Земли, принести на Мидару, например, он так там и останется 2-летним. А если принести там 30-летним, он останется 30-летним. Ну и так далее. И вот как они там на Мидаре вообще живут. Они, конечно, бессмертные, но забеременеть женщины у них там не могут. И родить детей они там, соответственно, не могут. Вот, ну, как бы все процессы остановились. Они придумали хитрую штуку, они делают так. Они через эти порталы отправляют на Землю людей, ну, семейные пары, мужчину с женщиной. У тех получается на Земле забеременеть, родить ребенка.
Дальше родители сваливают оттуда, как кукушки, подбрасывая своего ребенка кому-то, а еще там, ну, собственно, даже эмбрионы можно кому-то подсадить. Ну, в общем, история в том, что ребенок бедарцев рождается на Земле, и там он растет до какого-то определенного возраста, до совершеннолетия, после чего в каких-то приемных семьях за ним, конечно, следят, там смотрят, но медарцы какие-то специально представлены. Они очень не любят там находиться на Земле, потому что, ну, блин, они бессмертные. А когда они прилетают на Землю, то переходят через эти порталы, то они сразу становятся опять они начинают стареть. Ты понимаешь, ты вечно живешь, ты такой весь такой вечно зеленый эльф из Толкина, и вдруг, значит, ты прилетел на Землю, и бах, значит, тебе было там 25 лет, и 9 месяцев на то, чтобы, значит, выносить ребенка, потом, значит, его родить, потом, а не дай бог еще потом вырастет до совершеннолетия, так это ты всю жизнь свою на Земле проведешь. И вот эти кукушки подбрасывают своих кукушат землянам, чтобы земляне их вырастили, а потом забирают обратно. И вот этих подросших кукушат, молодых ребят, мальчиков и девочек, забирают обратно с Мидары. Там всякие много интересных подробностей, там вы сами сможете все это почитать, узнать, там, посмотреть, если будет интересно. Ну, в общем, вот когда их забирают обратно на Мидару, во-первых, случаются как бы некие странные вещи. Они, ну, как бы вот там, попадая на Мидару, они получают некое такое продвижение. Значит, у них появляются какие-то странные вещи, вырастают крылья, рога. Ну, в общем, какие-то изменения с телом происходят, с психологией, с чем-то. И у них там на Мидаре, у них, по сути, у них нет электричества, у них нет двигателей внутреннего сгорания, никаких машин, зато у них есть магия. Им не нужно было ничего, вот это вот всякие там телефоны мобильные, что-то. Они общаются при помощи магии и делают все при помощи магии. И огонь зажигают при помощи магии, и еду греют с помощью магии. В общем, ну вот все с магией, и им как бы вот ни зачем не нужны все эти культурные вещи, которые есть в нашей цивилизации, но зато вот попадая туда обратно маленькие мидарцы, вот они вот с этими рогами пытаются освоить, что там происходит, и их сразу кидают в некое испытание. Вот эта игра, к чему был весь этот долгий рассказ, это игра про испытание этих молодых мидарцев, которые попали обратно, соответственно, с Земли вот сюда на Мидару, и их отправляют в путешествие, в какое-то испытание. Они на самом деле, это что-то сродни, наверное, Хогвартсу и Гарри Поттеру. То есть они примерно вот какого-то такого возраста, они молодые, они знают немножко магию, но не очень еще. Вот, и они полны решимости вот преодолеть все испытания, которые перед ними выдвинут, чтобы они могли стать полноценными мидарцами. Это испытание, оно как бы тест на вот совершеннолетие, на то, что они могут стать вот этими самыми настоящими мидарцами. Ну, наверное, про лор достаточно, там еще понемножку потом расскажу. Давайте переходить к правилам игры. Правила Мидары оформлены в виде такого достаточно толстенького, широкоформатного рулбука, переплетенного пружинкой. Тут много примеров, много картинок, все очень здорово, очень понятно рассказано. Но мы начнем, наверное, не с этого, а с обзора компонентов того, чего вообще уже здесь есть. Значит, вот это вот толстенное книжище из миллиарда листов, я не знаю, какой она толщины, но килограмм 2 она весит. Это книга миссий. Значит, здесь есть еще маленькая книга миссий, это для тех, кто не хочет сразу начинать кампанию, а хочет попробовать, ну, такие отдельные стендалон миссии. И здесь как раз вот такие вот отдельные миссии, их 4 штуки, по-моему. Их можно сыграть как мини-кампанию, а можно просто сыграть одну отдельно, посмотреть, там нравится, не нравится. О, там все хорошо, давай начнем большую кампанию. И, собственно, по этой книжке я вам и расскажу там, собственно, про сетап. Вот. Первая миссия в этой книжице, это мы отправляемся там бомбардировать каких-то подземных тараканов в их логове. Как вы видите, здесь есть страничка с сетапом, со всякими еще какими-то вещами, но они закрыты такими какими-то странными красными прямоугольничками. Для этого есть вот такой вот дешифратор. Если его положить на соответствующее место, то через вот это вот красное окошечко виден текст какой-то, который там написан.
Я не знаю, я попробую вам показать, может быть, вы там что-нибудь увидите. Да, наверное, немножко что-нибудь увидите. Для чего это сделано? Для чего этот красный текст и дешифратор? Да, очевидно, это для того, чтобы вы заранее не смогли подсмотреть себе какие-то вещи, которые вам пока знать не положено. В процессе сетапа вам будут представлены какие-то тайлы. Вот у меня тут пачка огромная тайлов, которые все пронумерованы. Соответственно, какие-то тайлы вы выложите. Я положил просто какие-то первые два на обум. Здесь будет отмечена зона, в которой вы поставите своих героев, которые представлены в виде миниатюр. И расставите врагов. Врагов я, к сожалению, не достал. Поэтому сейчас достану какого-нибудь одного. И вот так вот поставлю. Вот такой вот одинокий таракан, с которым мы будем сражаться. Здесь помечено еще, вы возьмете как бы там какие-то предметы, возможно еще какие-то будут вводные. И будет описана задача, что вам нужно будет сделать. Еще будут указаны некие места, в которых может быть выход с карты, могут лежать какие-то сундучки с какими-то сокровищами, могут быть какие-то задания. И может быть такой, он называется здесь тотем, такая штучка. Вот сюда я неправильно положил, здесь не может быть выхода. Здесь impossible terrain, такой недоступный, abstracting terrain он, по-моему, называется, да. Вот, в общем, вот этот вот тотем представляет из себя нечто, что будет появляться по ходу миссии, и задание то же самое. То есть вы здесь прочтете там, например, вы должны прийти к заданию и что-то там сделать. Это может быть какой-то предмет, который надо куда-то перенести, может быть еще что-то. Это тотем, это штучка такая, которую вы, если увидели, то в этот момент, вот прям когда вы его увидели, они обычно лежат где-нибудь за углом, там чуть-чуть припрятаны, вы должны взять вот этот самый дешифратор, найти в списке соответствующий тотем и прочитать, что. Это не значит, что там на самом деле какой-то тотем. Это значит, что если там за уголок, вы какой-то за угол заглянули, а там сидит, значит, целая бригада каких-нибудь тараканов, и они бах, внезапно появились на карте. То есть вот карта пустая, а вы заглянули куда-нибудь за угол, и все. И, значит, вот они вылезли. В каждой миссии есть условия победы, есть условия поражения, есть какие-то награды. Ну вот то, что вам можно будет прочитать, вы сразу прочитаете. То, что нельзя, прочитаете потом, соответственно, когда выиграете или проиграете, что вы получили или потеряли. Ну и, собственно, какой-то небольшой лор, ну вот здесь написан, но в случае кампании, здесь он совсем маленький, в случае кампании у вас будет 2-3, там несколько страниц с очень большой историей, как бы что происходило вот перед этим. И забегая вперед, сразу скажу, что по окончании миссии будет еще несколько страниц с каким-то рассказом о последствиях того, что произошло. Причем в зависимости от того, выиграли вы или проиграли, вы будете читать какие-то различные куски текста, вас будут каким-то образом награждать, вы, может быть, там будете в процессе какие-то тесты проходить. Там много чего, короче, бывает. Это прям вот между миссиями много-много каких-то рассказов, чего-то вам рассказывается. Но вернемся обратно к миссии. Итак, вот мы все это посетапили, стоят в нужных местах герои, я поставил две миниатюры, но вот, кстати, видите, одна с крыльями такая, это вот как раз она прибыла на Мидару, и у нее выросли крылья, а у кого-то там вырос хвост. Вот у этой, по-моему, как раз хвост вырос. Оставлю одного героя на карте, и вот, собственно, где-то здесь стоит вот этот вот самый таракан, неважно где, жетоны где лежат, нам тоже не важно сейчас. У каждого героя есть своя карточка. Вот эта вот карточка, на самом деле, главного героя всей кампании. Это такая девушка, которую зовут Найтингейл Арсен. Она, Соловей Найтингейл, переводится с английского Соловей. Девушка Соловей такая, да. Вот эта девушка, на самом деле герои все типичные, вот еще другие герои, здесь пока нет никакого спойлера, это, и вообще спойлеров не будет, но вот тут совсем никакого спойлера нет. Очень похожие герои, они такие, почти что дженерик, а у них прям вот все статистики, статы, хотел сказать, все вот эти показатели, они все у них практически одинаковые, там минимальное отличие. Меняются характеристики, но сейчас к этому придем. Значит, вот 5 таких точечек, 3 розовые, 2 серые, обозначают, что у вас
есть столько-то очков выносливости. Вы каждый ход восстанавливаете 3 очка выносливости, и у вас не может быть больше 5 очков выносливости. 5 очков выносливости — это вот максимум, сколько вы можете потратить за один раунд. Выносливость нужна для того, чтобы выполнять действия. Здесь есть специальные жетончики. Вот у меня, предположим, изначально есть 3 выносливости. В начале миссии всегда дают вот столько, сколько розовых. И не дают в первом же ходу ничего восстанавливать. Соответственно, я могу начинать делать свои какие-то действия. Есть замечательная карточка подсказки, на которой перечислены все возможные действия. Давайте я вот по ним быстренько пробегусь. За одну выносливость, за один жетончик вы можете пройтись, походить. По статистика, значит, движения у соловья 6. Соответственно, она может пройти 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, то есть она ходит ортогонально. Вы ходите не диагонально, всегда можно ходить, как можно пойти влево-вправо, вперед. Наискосок пойти нельзя. Только ортогонально движемся. Это вот первое действие движения. Следующее действие — атака. За это придется потратить 2 жетончика. Ну вот если я подошел в упор к этому самому таракану, я могу кулаками его ударить. У меня базово есть 2 фиолетовых кубика. Здесь вот видите, много разноцветных кубиков. Они все разной мощности. У них чуть-чуть разные грани. И если смотреть на обороте рулбука, вот здесь прям расписано, какой кубик какой. Ну, я вам скажу, что самые слабенькие кубики фиолетовые, ну, условно слабенькие. На следующем месте белые, ну и так далее. Мы будем оперировать для начала фиолетовыми. Вот я взял 2 фиолетовых кубика. Это значит, что она кулаками, 2 кулаками бьет этого таракана. Я должен бросить кубики, и выпавшие на них цифры, на значки пока не смотрим, здесь 2 и 5, это 7. Нужно посмотреть на оборону таракана. У него оборона 8. Я не пробил таракана, ничего не случилось с моей атакой. Давайте атаку еще чуть позже разберем. Пройдемся дальше по следующим действиям. Там много подробностей в атаке, все-таки игра хардкор. Еще за 1 жетончик выносливости, если бы он у меня был, я мог бы выполнить какое-то энкаунтер действие миссии какой-то. Ну, это, предположим, если я нахожусь возле какого-нибудь сундучка, или нахожусь возле какого-то задания, и мне нужно вот, собственно, что-то там взять или что-то сделать, на это потратится 1 стаминка. Дальше 1 стаминка ровно так же тратится на действие Re-equip. Это действие использования чего-то, что лежит у тебя в рюкзаке или находится рядом с тобой, вот какие-то товарищи твои стоят. Это кооперативная же игра, в конце концов, мы можем как бы делиться друг с другом чем-то. И вот за эту вот самую единичку ты можешь переложить из своего рюкзака себе в руки взять чего-то, или наоборот из рук чего-то положить в рюкзак. Количество чего-то, чего у тебя в руках ограничено, мы сейчас дальше до этого дойдем. И вот, собственно, у товарищей твоих, которые рядышком находятся, ты можешь чего-то взять. Любопытный момент, что отдать ты ничего не можешь. Ты можешь только взять у них. Ну, естественно, если они не против, отбирать же ты не будешь. Но игра кооперативная, мы все-таки совещаемся друг у друга. Ты говоришь: слушай, давай, дайте кто-нибудь подлечиться мне там, вот нужна бутылочка с лекарством. Ну вот у меня есть, ну вот подошел к нему, потратил 1 стамину, взял у него эту бутылочку и еще достал чего-нибудь из рюкзака, или там эту бутылочку убрал в рюкзак. Ну, в общем, разные варианты. За 1 стамину можно сделать вот это вот все. Кстати, движение нельзя прерывать каким-то действием, нельзя подойти за половинку своей ходьбы, дойти до товарища, потом взять у него бутылочку, а потом еще от него куда-нибудь уйти. Нет, все. То есть, если ты у товарища уже что-то взял, ты больше походить не можешь. Смотрим следующее действие. Это такие стандарт abilities, стандартные способности. На них тоже нужно тратить вот эту самую выносливость. Здесь уклонение, усиление атаки и контратака. Контратака 2 стамины стоит, точно так же, как атака. 2 выносливости. 2 стамины. За единичку можно усилить атаку. Это вы вместе с 2 кубиками сможете бросить еще 1 специальный черный кубик. Сейчас расскажу, как это делается. И уклонение — это, собственно, когда вас атакуют, вы можете попробовать избежать части урона. Это вы как раз тоже бросаете вот этот самый черный кубик, и если там выпало столько щитов, сколько там выпало, столько вот урона по вам не пройдет. Но тут есть одна очень плохая грань, вот такой череп. В любом случае, когда вы бросаете вот этот черный кубик, если выпадает череп, то все плохо. Вы не уклонились. Если вы бросали его вместе с атакой, то атака провалилась, ну и так далее. Ну, то есть вот плохой этот череп.
Помимо счетов здесь есть еще книжечки, это чуть-чуть про другое, поэтому если вы, например, пытались уклониться и выбросить счетов, а там выпало 4 книжки, не уклонились. Теперь еще раз чуть-чуть подробнее про боевку. Ну вот про действия про все рассказал, про бой хочется сказать еще немножко. Вот, предположим, все-таки я еще раз попробую бросить кубики и попробую пробить этого самого таракана. Но опять у меня не получилось. 6 плюс 2 это 8, у него 8, это опять недостаточно, чтобы пробить. Предположим, я все-таки умудрился и как-то бросил, ну-ка, 9. О, с третьего раза, Бог троицу любит. 7 плюс 2, 9, я пробил защиту этого таракана. 8 у меня 9, 9 минус 8, я его пробил на единичку. Еще у меня могут быть какие-то предметы, которые позволяют мне усилить мою атаку, например, оружие. Давайте вот сразу, вот у соловья ей изначально дают вот такой длинный меч. И у него есть несколько моментов, которыми он прям откровенно так влияет. Значит, вот нарисован белый кубик на нем сверху. Это обозначает, что я один фиолетовый кубик могу заменить на один белый. Как вы помните, я говорил, что белые кубики получше, поэтому как бы поудачнее. Сюда можно посмотреть. Фиолетовый начинается от единички, а белый начинается от двойки. Все получше. И у меча внизу нарисованы такие вот 2 щита и звездочка. И написано, что за 2 щита будет 2 дополнительных физических повреждения. И за звездочку будет 1 дополнительное физическое повреждение. Ну, в моем случае звездочек никаких не выпало, но выпали 2 щита. Вот на черном кубике и на белом кубике. Кстати, для того, чтобы бросить черный кубик, как вы помните, я должен был, вот чтобы сделать empower, усилить атаку, я должен был потратить дополнительную стамину. То есть, если у меня изначально было вот эти 3 жетончика выносливости, и я уже стоял рядом с тараканом, я мог такое провернуть. 2 на атаку и 1 на усиление. Ну, если я где-то стоял в стороне, то не хватило бы на усиление. Только дошел бы за 1 жетончик и за 2 ударил. Итак, считаем итоговую историю. Значит, я ему вроде как наношу 9 минус 8, 1, плюс еще защиты, плюс еще 2. Я ему наношу 3 повреждения. Но у него может быть броня. Броня будет вычитаться из этого. Смотрим на список, у него броня 0. О нет! О нет, значит, я ему нанес 3 повреждения. Здесь есть жетончики с повреждениями. Вы берете 3 жетончика или 1 жетончик на 3 повреждения и кладете на схемку вот этого самого таракана. Видите, здесь 3 такие штучки. Это имеется в виду, что тараканов может быть 3. Для этого в игре предусмотрены специальные вот такие вот разноцветные резиновые надевалочки такие на подставке, да, чехлы такие на подставке. Вот. И в данном случае вот он красный, это обозначает, что вот это именно этот таракан красный. И вот этому красному таракану я положил 3 ранки, я же ему ударил. Вот. Тараканы считаются достаточно слабым врагом, но это как бы вот прям самый первый, самый простой враг, поэтому, скорее всего, один он не будет, их будет прям целый такой табунок здесь на карте, они будут бегать. Но вот я, тем не менее, этому каким-то образом ударил, он в свой ход будет бить меня. Как это будет происходить? У него есть некий искусственный интеллект, он написан вот здесь вот на карточке. И, ну, как бы, во-первых, есть какие-то свойства. Свойства надо почитать, оно как бы будет иметь отношение. В данном случае сейчас мы не будем на этом останавливаться. Значит, вот мы будем смотреть сверху вниз какие-то его вот эти искусственно-интеллектуальные алгоритмы, в порядке которого он будет пытаться меня атаковать. Ну, во-первых, здесь у него написано даже вот до алгоритма, написано Hive Mind. Они, значит, сильны, когда они вместе, они таким роем нападают. И когда рядом находятся другие тараканы, поблизости, там, в определенном радиусе, я позже скажу, как там это все определяется, такая сфера влияния называется этот радиус. Значит, если находится рядом один таракан, то он будет бросать по мне фиолетовый и белый кубик. Так по базе он бросает 2 фиолетовых. Если рядом 2 таракана, то он будет бросать 2 белых. Если 3 таракана, то 2 белых плюс черный. И плюс у него усиливается еще защита. То есть я, кстати, его в предыдущий раз бы не пробил. У него было 8, я кинул на 9. Если бы рядом с ним было 3 таракана, то я бы его не пробил. У него защита уже 9 была бы. И если рядом с ним 4 таракана, то у него плюс 2 защиты. Он бросает белый кубик, оранжевый и черный. Оранжевый, как вы понимаете, еще лучше, чем
чем белый, у него там еще лучше параметры, еще лучше вот эти какие-то значки, которые там нарисованы. Но вернемся к алгоритму. В алгоритме указано, собственно, что сначала он смотрит, есть ли рядом с ним враг. То есть вот стоит ли рядом с ним какая-то из фигурок наших приключенцев. Если да, то он там атакует каким-то образом. Сейчас позже разберем, каким. Ну, то есть вблизи, у него ближняя атака. Если нету рядом никого, то он смотрит, есть ли кто-то на расстоянии 4 клеточек от него. 4, причем считается и по диагонали тоже. То есть вот там раз, два, вот мы не на одной линии стоим, вот отсюда типа раз, два, три, 4, вот отсюда до сюда он до меня достреливает. Он там плюется там чем-то, каким-то своим ядом, уж не знаю, что он там делает, кстати, я что-то не поинтересовался как-то, чем воюют тараканы в смысле стрельбы. И после того, как он сделал эту атаку на расстоянии 4, то он передвигается. Передвигается так, чтобы быть максимально близко к оппоненту, который с максимальными повреждениями. То есть у кого больше всех ранок, он, ну, как бы вот такой, вы сами должны, естественно, это все решать. Вы работаете как бы интеллектом таракана в данном случае. Это золотое правило. В книжке рулбуке написано, что если есть какие-то два варианта, которые один из них вам более выгоден, а другой менее выгоден, то вы должны по-честному выбрать тот, который вам наиболее плох, который менее выгоден. Вот прям, вот он сюда побежит, вам будет более-менее, а вот сюда он побежит, вам будет плоховато. Вот он должен бежать туда, куда плоховато. Но в данном случае это как бы если два противника с одинаковым most damage, с одинаковым количеством повреждений, тогда вы будете решать, куда. А если у одного 4 ранки, а у другого 3 ранки, то он побежит, конечно, к тому, кто 4 ранки, и тут вы ничего не выбираете, вы действуете строго с алгоритмом. После того, как он прибежал, он еще ближнюю атаку ему наносит, и после атаки есть еще такой follow-up, такое действие последующее после атаки, он еще и попытается вас отравить ядом, вам придется бросать там спас-бросок тоже на кубиках от всего этого дела. То есть вот это самая неприятная ситуация. Он сначала стрельнет, потом подбежит, ударит, и потом еще отравит. А если ничего не получилось, если я как бы стоял там дальше от него, там раз, два, три, 4, он до меня никак не добегает, то последнее, что здесь написано, что он пытается добежать так, чтобы быть на расстоянии 4, и после этого атакует дальней атакой. Соответственно, что он сделает? Он прибегает вот так, он прибегает всего на одну клеточку, он не бежит дальше, ему нужно оказаться на расстоянии 4. Вот он оказался, раз, два, три, 4. Отсюда он уже до меня достреливает. И он отсюда стреляет меня на 4. Все, его ход закончен. Стрельба точно так же, как атака происходит. Точно так же бросаются кубики, причем те же самые кубики, не какие-то другие, если как бы не указано иного. Вот у героев там бывает, может быть, какое-нибудь стрелковое оружие, а может быть оружие ближнего боя, тогда кубики могут быть разные. А у врагов, ну вот в данном случае, у таракана нет никакого оружия, и он бросает все время одни и те же кубики. И вот я вам, значит, так замечательно рассказываю про то, как мы друг друга атакуем, но при этом есть еще тут, собственно, понятие линии видимости, и линия видимости проводится из центра клеточки, где стоит одна фигурка, в центр там клеточки другой, которую эта фигурка хочет увидеть. Ну вот там я, например, здесь вижу таракана. Таракан меня тоже видит, спойлер, да. Здесь есть различные ландшафты, и вот один из ландшафтов это такой обведенный красной линией. Это какая-то гора, не гора, в общем, что-то такое, что заслоняет линию видимости. И если, например, каким-то образом между мной и тараканом будет вот это красное, линия, проводимая между нами, будет пересекать, то, собственно, таракан меня не увидит, я не увижу таракана, я не смогу в него стрельнуть, но у меня, собственно, и нет такого расстояния оружия, у меня меч, мне нужно подбегать. Вот. Но, тем не менее, вот такая ситуация есть. Если уж заговорили про ландшафты, то типы ландшафтов описаны в рулбуке прям совсем вкратце. Вот это зелененькое, это типа такое что-то лесное, кусты, не кусты. Они замедляют движение. Для того, чтобы выйти из зеленой клеточки, вам нужно потратить 2 жетончика стамины. Там есть еще грязь, которой здесь нету. Там вообще на все действия лишнюю стамину нужно потратить в этой грязи. Бывает вода, через нее тоже сложнее двигаться. Зеленая, кстати, еще
мешает стрелять, если таракан находится с одной стороны кустов, а я нахожусь с другой стороны кустов, и у меня есть лук, например, какой-то, то, стреляя через кусты, у меня будет ухудшение к моим кубикам на единичку. То есть, если я там бросил 9, то вот через кусты это будет 8. Ну, тут, в общем, много таких каких-то мелочей. Вот это вот dangerous terrain. На самом деле, это яма просто, дыра в земле такая вот, в которую можно запросто провалиться. Если я каким-то образом почему-то оказываюсь здесь, все, я мгновенно погиб. Если я погиб, миссия не заканчивается, мои товарищи продолжают воевать, но для меня-то все закончено. Поэтому как бы сюда попадать никоим образом не надо. Есть возможность двигаться через своих товарищей. То есть, если там кто-то стоит перед вами и мешает пройти, вы можете пройти через него, но проходя через него, вы тратите дополнительное очко движения. То есть, фигурки свои действуют примерно так же, как вот эти вот зеленые кусты заросли. Если вы пытаетесь каким-то образом стрелять из лука, например, мимо своего союзника, то он тоже мешает вам попасть, тоже будет -1 к попаданию. Если вы стреляете через 2 своих союзников, то это все равно будет -1 к попаданию, а не -2. Это как бы не стекается история. И история с кустами тоже не стекается. Если вы стреляете через кусты и своего союзника, то это будет -2. Эта история стекается. То есть куст дает -1, второй куст ничего не дает. То есть если через 2 куста -1, и 2 куста, 2 союзника будет -2, потому что -1 за любое количество кустов и -1 за любое количество ваших союзников. Ну, в общем, вот здесь много таких каких-то мелочей, и это, собственно, и дает некую там сложность в правилах. Вот на данный момент рассказанные правила — это какой-то такой ключевой кусочек, который вы будете использовать регулярно, и это так по сложности, наверное, 2,5 балла из 5 возможных, наверное, да, вот, так вот из того, что примерно я сейчас обрисовал, все это подробно знать и использовать. Но что еще есть в этой игре? Например, если все враги, которые есть на карте, в течение одного раунда, когда вот все ходят, все делают по одному своему ходу, если никакой враг не активировался, никакие новые враги не появились, никто там не умер, ничего такого не произошло, то вам добавляется такой жетончик часов специальный. Их вот несколько штук тут. И если вы в какой-то момент получаете 4 таких жетончика, то есть игра вам не дает халявить. Она не дает вам стоять где-нибудь в уголку и там что-то лечиться, отдыхать, что-то там, перегруппировываться. Если вы стоите и к врагам не бежите, то вы получаете такие жетончики. Если 4 жетончика вы получили, все, вы проиграли. Миссия заканчивается вашим проигрышем, вы читаете проигрыш. Есть для разных там случаев, можно подстраивать сложность игры для себя, можно играть с 5 такими жетончиками, как бы если вам очень тяжело, хотя в принципе тут не сильно сложно. Двигаемся дальше. Что еще есть? Есть еще заклинания. Здесь можно бросаться помимо значит, такого лука и физического оружия, можно бросаться заклинаниями. Для заклинания вам понадобится использовать здесь дополнительный, есть вот указан фиолетовый кубик для того, чтобы заклинание. Обычно заклинание написано что-нибудь там заклинание 6. Вот брось кубик, у меня 1, 6 плюс 1, 7. Что-то я неудачно бросаю, вот так получше. 6 плюс 6, 12. Мое заклинание пробило таракана, и вот я нанес ему там какой-то магический урон. Там будет в самом заклинании написано, сколько я ему нанес. Заклинание действует на расстоянии вот этой вот сферы вашего влияния. Это 4 клеточки. 4 клеточки распространяются и по ортогональной, и по диагонали. Это вот ровно так же, как с линией видимости. Здесь вообще все расстояния, стрельба из лука там меряется. Если там на 6 клеточек стреляешь, то меряется и ортогонально, и диагонально. Вот как угодно можно двигать. И сфера влияния тоже на 4 клеточки. Вот от меня 1, 2, 3, 4. Я вот отсюда заклинанием достаю до этого таракана. Что мешает заклинанию? Вот точно так же вот этой сфере влияния, это ваши ментальные какие-то способности, и мешает вот этот вот ландшафт, который красной границей обведен, заслоняющий вот эти вот горы. Все остальные виды ландшафта вашей силе воли не помеха. Когда таракан будет пытаться вас отравить ядом, либо какой-нибудь другой
тут масса состояний, вот я чуть дальше еще покажу, состояний гора. Ну, традиционные какие-то такие приключенческие, паралич могут наложить, да, там что-то еще. Вот когда таракан пытается вас отравить ядом, вы можете попробовать устоять против этого дела. Тут есть такой вот еще conviction тест, его можно бросить, 2 кубика бросаются, и вам нужно выбросить больше там определенного значения, и тогда вы, значит, устояли. Ну, в общем, все эффекты я перечислять не буду, можно просто открыть в рулбуке и посмотреть, там где-то есть, какие картиночки, есть список неимоверный из нескольких страниц эффектов. Но, ладно, сейчас не буду листать, я оставлю вот на этой страничке, потом расскажу зачем. Это тоже интересная история. Вот. Помимо эффектов, что еще есть в смысле сложности правил, какие будут встречаться вещи? Ну вот про типы ландшафта я рассказал. Здесь есть жетончики, которые могут накрывать определенные места. То есть это либо кто-то может наколдовать чего-то, либо еще что-то может произойти. Ну то есть карта может меняться, вот эти вот жетончики ландшафта могут появляться. Могут даже быть потоки какие-то. Ну, река может быть, у которой есть течение, она может с определенной силой вас нести куда-то в сторону, ну, не знаю, там, в сторону водопада, и вы рухнете туда куда-то вниз потом и разобьетесь. Здесь бывают разного уровня ландшафт. Это не значит, что будет прям сверху что-то надстроено, но это будет иметься в виду, что вот кто-то находится на возвышении на холмике, а кто-то в низинке, и это будет влиять на то, как будут происходить атаки и защита. Еще очень важный большой кусок — это дерево способностей. Значит, вот здесь вот я выложил стопочками. Это 5 школ способностей. И вы будете в процессе получения каких-то знаний, вы же помните, вы молодые Гарри Поттеры, вы хотите всему научиться. Вы будете получать очки опыта, которые будете тратить как раз вот на эти способности. И способности, вот это выложены только способности 1-го уровня. Вон там вон толстенная стопа, которую я не стал также еще раскладывать. Там целое дерево, то есть вы получив 1-ю способность там, вот этой школы, вы можете потом взять 2-ю способность этой школы. После 2-й можно взять 3-ю по очереди. Нельзя сразу перескочить и взять хорошую способность. Можно пойти в несколько школ. Они все разные. Там, но вот эта красная кровавая, она, конечно, эта история такая, что типа типа магии крови. Нанеси себе небольшую ранку, там, потеряя одно здоровьице, а врагу за это нанеси там 3 повреждения или 4 повреждения. Есть зеленое, это какой-то призыв. Санктус — это школа, там можно лечить. Ну, в общем, много всего. Очень долго придется рассказывать, если я буду рассказывать все. То есть безумное количество вот этих вот школ магии, в которых будут какие-то полезные для вас вещи. Мы сейчас до всего этого еще дойдем. Что еще есть? Есть еще улучшение оружия. Вот тут вот я про оружие это не так, чтобы сильно много рассказал. Вот этот меч один вам показал. Сейчас будет еще. Но вот каждое оружие можно улучшить. Здесь есть такие предметики, которые вы можете получать, покупать. Они как бы разного типа, их там несколько видов. Вы можете их каким-то образом получать и улучшать те предметы, которые у вас есть. Это вот тоже такой момент. В процессе боя вы можете и передвижения, вы можете кого-то из врагов или там даже из своих толкнуть, потянуть, заставить там что-то сделать, там отодвинуться влево-вправо. Ну там есть такой, да. Можно прыгнуть. При передвижении можно прыгнуть. Вот вы, например, находитесь здесь, хотите перепрыгнуть, но здесь, к сожалению, нет нигде такого, но бывает такое, что вот эта вот дырка в земле, вот этот вот dangerous terrain, опасный ландшафт, он тянется поперек всей карты, и там есть где-то один маленький проход, и возле него стоят враги. И было бы очень прям здорово перепрыгнуть бы через эту канаву и зайти как бы к ним там сзади, и прям кто-то спереди их будет атаковать, кто-то сзади, и это будет здорово. Вот это можно сделать. Это тоже придется вам бросать там какие-то соответствующие тесты, и если вы, не дай бог, этот тест провалите, то вы оказываетесь в той клеточке, которую пытались перепрыгнуть. То есть в данном случае, если вы пытались перепрыгнуть через вот этот ров, то вы оказались на дне рва и погибли. Для вас игра закончена. Но можно перепрыгнуть, например, через куст, который вот такой одинокий куст, чтобы не терять
время на то, чтобы пройти через него, же помните, там нужно 2 очка движения потратить, когда из куста выходишь. Или через воду перепрыгнуть здесь, ну, вот через воду тоже как бы может быть полезно. Вот в этот момент можно прыгнуть. Ну, на самом деле, через это тоже можно прыгнуть, особенно если у вас есть какая-нибудь там помощь, какие-нибудь рероллы этих кубиков, что-нибудь вам поможет, то можно попробовать постараться, если это сильно поможет. Так вот, а зачем заходить в тыл к врагу? Здесь есть дополнительные правила о том, что если вы атакуете врага во фланг, ну, с двух сторон, один с одной стороны, другой с другой стороны. Если кто-то там со спины к врагу зашел, там есть какие-то дополнительные фишечки за атаку вот таким образом врага. Ну, вот все, что я описал, давайте теперь к этому еще добавим, что у каждого героя, помимо вот этого самого оружия, которых, кстати, может быть два одноручных оружия или одно двуручное. Вот это вот одноручное, вот можно иметь молоток в одной руке, а в другой меч. Помимо этого у вас может быть три предмета такие consumables, так называемые, ну, которые тратятся, предметы одноразового использования. Могут быть какие-то реликвии, которых тоже может быть до 3, может быть одна броня, одна корная какая-то штучка. Ну, то есть, вот я сейчас пытаюсь это все дело выложить. В качестве брони здесь вот такая вот тоже замечательная штучка. Вот таким образом вы будете экипированы практически начиная с первого боя. Но у вас не будет там такое количество, может быть, реликов. Давайте я немножко уберу. Вот не до такой степени. Вот как-то вот так. Я не стал вас сразу пугать и все дело выкладывать. Но один герой будет представлять из себя вот, собственно, карту героя и все, что у него еще есть. И в каждый момент времени, когда вы куда-то идете, когда вы кого-то атакуете, когда вас кто-то атакует, вы будете читать на этих разных предметах, есть какие-то определенные свойства этого предмета, какие-то комбо, какие-то улучшения, не просто добавляются характеристики, а возможность там что-то сделать в определенный момент, даже произвести контратаку, не тратя там вот этих вот самых очков выносливости. Ну, то есть много такой халявы. Уклониться, не тратя очков выносливости. Это важный момент, потому что если вы там потратили всю свою выносливость на то, чтобы подбежать к врагу и поколотить его, значит, своим мечом, то в свой ход, и не осталось у вас выносливости, вы в свой ход не можете потратить выносливость, чтобы уклониться. А вот у вас на каком-то мече там написано, что ты его там поверни, например, и за это сможешь уклониться или контратаковать. Вот здесь есть метательные ножи замечательные, они одноразовые. Тут написано: сбросьте этот меч, и враг получает столько-то урона. Вот в данном случае он получил 6 урона. Неплохо. Очень неплохо. Но как бы вот эти метательные ножи я на этом потерял, они одноразовые. Но я убил таракана, потому что у таракана 4... Таракана как раз 6 жизней. Ну, кстати, вот для примера, у Найтингейл, у Соловья 12 жизней, 12 ранок она может вся абсорбировать, пока не будет окончательно мертвая. Оборона у нее 7, это, соответственно, для примера, вы помните, у таракана было 8, у нее 7. То есть тараканы будут ее так, ну, попроще пробивать, но зато есть возможность, вот у нас тут, вот в данном случае броня такая очень затейная, не особо выглядит как броня, хотя называется броня. Тем не менее, она позволяет как раз за поворот уклониться. То есть вот вот этот самый поворот, он вернется назад, карта восстановится после вашего хода. После того, как все походят, начнется новый раунд, и в новом раунде у вас все карты, которые повернутые, они опять восстановятся. Здесь есть карты, которые не поворачиваются, а переворачиваются на другую сторону, а там на другой стороне какая-то другая способность. И это, конечно, вот, ну, в общем, масса всего. Так вот, к чему я открывал вот эти вот страницы с перечислением вот этих вот разных каких-то слов, и возле каждого слова абзац. Вот это слово, это тег. Так называемый тег, вот здесь вот в черных таких баллончиках белым шрифтом написаны как раз вот эти вот слова. Это всякие ключевые слова. Повернуть, перевернуть, сбросить, комбо, стрельба, там комбо с мечом, что-то еще. Ну, в общем, ну вот много всего.
И все вот эти слова, которые будут вам встречаться на картах, вот они. Вот и вот. Это, собственно, то, что вам придется, ну, не обязательно это прям все знать наизусть, но со всем этим вам придется столкнуться в течение игры. Ну, вот теперь, наверное, со всем вот этим делом, с предметами, со способностями магии, наверное, сложность правил стала где-то примерно 3,5-4 из 5 баллов, да? Вы согласны? Ну и добавим тогда к правилам, вот как некую вишенку на торте, каким образом ходят враги и каким образом ходим мы. Здесь есть так называемый трек инициативы. Вот такие маленькие карточки, каждая из этих карточек обозначает либо кого-то из врагов, либо кого-то из нас. В начале раунда мы все раздаем вот эти вот карты в определенном порядке, их кладем, и будем ходить в порядке вот этого трека инициативы. В конце раунда все карты собираются, перемешиваются, раздаются заново, и будем ходить в каком-то другом порядке. Кстати говоря, это уже версия правил переработанная, 1.2, там в какой-то в самой первой Мидаре вот это вот не перемешивалось. То есть каждый раз ходили в одном и том же порядке, и как бы мы пробовали играть, так, конечно, поскучнее было. И попроще играть, конечно, если не перемешивать, попроще. И есть такой вариант, как бы, если вам почему-то сложно и вы хотите его упростить, там в правилах есть прям несколько страниц, я не буду сейчас искать, а есть несколько страниц, где прям много-много-много-много всяких вариаций, что вы можете поменять в игре, чтобы вам стало чуть-чуть попроще или чуть-чуть посложнее. И это как бы здорово, я считаю, что это хорошо. Значит, что еще есть помимо трек инициативы? И здесь есть фамильяры. Это какие-то существа, которых вы можете самонить, они, собственно, вместе с вами, вот это фамильяр же, да, вроде, они вместе с вами, значит, тусуются. Ну, они вот здесь лежат, они там не в треке инициативы. Они как раз могут, ну, они как предметы. В общем, каким-то образом они вам попадают. Здесь между миссиями будет магазин, в котором можно будет что-то покупать. И поэтому перед миссией вам нужно будет собрать из такой толстенькой колоды специальную колоду лута. Ну, вот каких-то полезных вещей, там какие-то предметы выпадают, деньги, чаще всего деньги выпадают из монстров. Когда вы убиваете монстров, из них что-то выпадает, и вы потом можете на эти деньги в магазине что-то покупать из предметов. Например, вот этот вот молот стоит 18 денег, а этот меч тоже 18 денег. Это базовые самые простые предметы. Вот здесь вот лежат самые простые предметы, которые в самом начале с простыми врагами, а вот здесь вот дополнительно я положил еще масса предметов, реликвий, аксессуаров, оружия, всего на свете, что будет вам доступно на более высоких уровнях. То есть вот это вот самые простые предметы. Здесь есть чуть-чуть понавороченнее предметы для более навороченных врагов, еще толстая папка, еще более необычные предметы, и здесь раритетные предметы, причем всех типов, то есть и раритетные, и необычные, там, которые посложнее, они все есть, и оружие, и броня, и, ну, в общем, вот все типы, они есть на разных уровнях. Это тоже важно, это тоже как бы будет расширять возможности игры и будет вам давать как бы по-разному прокачать своего героя. Вот среди тагов будут некие уникальные способности, которые будут отменять обычные правила. Например, вот есть прямо даже изначально у одного из героев, у Реми Моретти. Кстати, где она? Кстати, вот она. Это вот она как раз с крылышками. Вот Реми Моретти. Она умеет летать. Она тратит на это немножко больше очков выносливости, чем остальные. Вот чтобы включить режим полета, ей нужно потратить выносливость, но зато после этого она может перелететь как раз через вот эти вот какие-то дыры в земле, и такое тоже будет. Там будет еще внутренняя, я даже не стал ее доставать из коробки, внутренняя микроигра на кубиках. Она будет происходить между миссиями, там будет какой-то момент, вы будете на кубиках что-то набрасывать. Ну, в общем, не буду даже спойлерить, потом сами почитаете. Будут альтернативные монстры. Вот я, тут пачка монстров, я чуть-чуть как бы показал в заставке. Они там проедут перед вами так немножко. Вот.
Ну, в общем, будут монстры такие, и будут еще альтернативные к ним. То есть вот ровно такой же таракан, у которого, например, он по-другому себя ведет, по-другому. И это как бы разнообразит вашу игру, но вам нужно будет с этим совсем тоже. Там будут некие правила, по которым вы можете этого не делать, а можете, пользуясь этими правилами, ну, там рандомно на самом деле, вы выбираешь, какие враги вам попались в этот раз и с кем вы будете воевать. Есть просто альтернативные монстры абсолютно. То есть таракан, но другой. Он там более мощный, более слабый. Ну, в общем, какой-то другой таракан, если вам будет это интересно. И вот, наверное, теперь, добавив все это, можно сказать, что игра, вот эти честные 4 с копейками баллов из 5 возможных по сложности БГГ. Да, ну вот эти всякие мелкие правила, вы будете пользоваться ими совсем редко, и, честно говоря, они как бы не сильно сложные все. Помнить все это огромное количество вам по большому счету не надо, если вы что-то забыли, то вы сможете всегда подсмотреть. Основные слова, которые здесь используются, это как раз повернуть, перевернуть, ну вот что-то такое какое-то. Все ваши предметы вы выучите буквально там после 2-3 атак. Вы будете помнить, где у вас там чего есть. Но как бы вы будете знать, что там есть. Но вспомнить в момент атаки, что можно еще вот этим попользоваться, что вот этим попользоваться. И вот так еще добавить, и еще вот так вот сделать. И в этом как раз хардкорность, да. Вам нужно будет, конечно, это все держать в голове и всем этим грамотно оперировать, чтобы победить. На этом, пожалуй, про правила я закончу и расскажу свои впечатления об этой игре. В разделе впечатлений, ну, обычно принято говорить какие-то плюсы и минусы игры. Я не люблю говорить плюсы и минусы, потому что для кого-то плюсы могут являться минусами, а минусы являться плюсами. Ну, давайте просто по очереди вот так вот накидаю какие-то свои впечатления, а вы сами для себя решите, плюс для вас это или минус. Ну, во-первых, это РПГ. Это РПГ в чистом виде, вы прокачиваете героя при помощи каких-то вот этого дерева способностей, при помощи предметов, вы какую-то получаете специализацию. Изначально они такие вот стандартные, просто, ну вот, дженерик, такие совсем простые герои, и вы их можете, своего героя, неважно какой вам достался, вы его можете прокачать в стрелка, можете в какого-то клирика, лечащего там всех налево-направо, такого саппортного. Можете танка прокачать, обвесив броней, и он будет впитывать там массу урона. Еще очень любопытный момент, который есть в правилах, значит, вы можете вот это вот все дерево технологий, даже где-то в середине игры, ну, как бы, если вы так договоритесь между собой, это написано в правилах, так можно сделать, можно заплатить какую-то там денежку, по-моему, 25 денег, что ли, это не очень много. Ну, прилично, но не очень много. Заплатить денежку, скинуть все свои, вот эту всю свою прокачку, все свои способности, все дерево технологий, которые вы накачали, вы вдруг поняли, что вам это не нравится. Вам не нравится быть эльфом, стреляющим из лука. Вы хотите мчаться вперед с огромным молотом и, значит, лепешки разбивать своих врагов. Вы можете взять абсолютно другое дерево технологий, вы получаете обратно все свои потраченные очки опыта, и на эти очки опыта вы, по сути, закупаете вот прям единоразово сразу все прям новое дерево технологий, по-другому себя прокачиваете. Очень любопытна как бы эта штука, она такая не сильно РПГшная, в смысле классического РПГ, ну как бы обычно такое нельзя сделать. Но мне понравилась эта идея, я не знаю, вряд ли я захочу как бы когда-нибудь своего там с любовью прокачанного героя. Ну, скорее я, наверное, пойду играть в следующий раз и буду по-другому как бы героя качать. Так, этого я перекачивать не буду. Но кто хочет, такая возможность есть. Можно переобуться, если вдруг понял, что не твое. Еще один такой момент — это масса нарратива. То есть вот эта вот толстенная книга с миссиями, в которой текста это добрая половина, даже больше, наверное. Это текст, то есть нужно прям в промежутке между миссиями происходит какое-то там 20, может быть, 30-минутное чтение вот того, что произошло в процессе. И я просто знаю, что некоторые люди жалуются именно на тему того, что почему так много текста, хочу уже дальше, значит, играть. Господи, ну вот
Зачем вы едите овощное рагу, где там овощи и мясо? Хотите только овощи, ну возьмите греческий салат. Хотите только мясо, возьмите стейк. Это рагу. Здесь и боевка, и много нарратива. Я наоборот люблю нарратив. А есть люди, кстати, наоборот, которым нарратив нравится гораздо больше боевки. Вот у нас есть, вы наверняка знаете, Макс такой на студии замечательный. Мы когда играли в Oathsworn, он без проблем с удовольствием уступал свое место за игровым столом поиграть кому-то еще, кто там приходил и проявлял интерес, говорил, а можно мне с вами там, типа, да пожалуйста, вот садись, Макс готов. При этом он всегда сидел и слушал нарратив в Oathsworn, вот эту вот начальную часть, которую где там рассказывают про то, что происходит. Вот это вот интересно. Вот здесь похожая история. Это вот эта нарративная большая часть. Кому-то она нравится, кому-то не нравится. Не знаю, решайте каждый сам для себя. Я тащусь от такого количества классных текстов. И по-моему, они прям делают половину игры, большую, лучшую половину игры. Что еще? Миниатюры. Достаточно большое количество миниатюр, красивые скульпты. Но мне избалованному там Games Workshop'ом и всякими там вархаммерными качественными миньками, мне эти кажется все-таки... Детализация, может быть, могла бы чуть-чуть быть получше, а может быть и нет. Да нет, в принципе ничего. Детализация более-менее. Ну, где-то что-то может быть чуть-чуть. Мне не нравится, например, что вот это вот крылья там у нее перекошены. Но это, вы знаете, как это делается, да? Перекошенный пластик. В горячую воду опускаете, старый трюк. Опускаете в горячую воду, держите какое-то время в горячей воде, потом меняете пластик, отгибаете куда-то в сторону, и когда он остывает в таком состоянии, он остается вот так вот. Можно исправлять фигурки. Ну и, конечно, в игре с аниме не может не быть огромного количества фан-сервиса. Да, конечно, он здесь есть. Юноши, девушки, полуодетые, с минимальным количеством одежды. Причем одежда настолько обтягивающая, что ну, такое впечатление, что ее нету совсем. Эти изображения на героях, эти изображения вот, ну, везде в роллбуке, они в книге приключений, пожалуйста. Ну, в общем, как бы, вот, фан-сервис, да, понятно. Кто любитель аниме, это прям игра для вас. А вот этот самый красный фильтр, при помощи которого нужно читать в миссиях вот эти текстики. Вы знаете, ну как бы достаточно яркий свет должен быть, ну то есть у меня так не так сказать, что прям очень хорошее зрение, ну вот как бы в очках я как бы могу это почитать, без очков не могу. Ну, то есть есть некоторая сложность с чтением. Я понимаю все плюсы этой штуки, и, наверное, все-таки лучше, если она есть, чем ее не было бы. Но, тем не менее, вот момент, да, действительно такой. Где-нибудь в полутьме, в полутемноте вы как бы в каком-нибудь в темном уголку вы в это дело не поиграете. Нужно будет там достаточно светленько, чтобы все это было, чтобы все это нормально прочитать. У этой игры 556 место в рейтинге БГГ среди лучших игр. А у Gloomhaven, Мрачная Гавань, всем известная, 4-е место. Ну вот в этом смысле я хочу сказать, что, ну понятно, наверное, почему у Gloomhaven место выше. А он вышел раньше, за него больше голосовали, но в принципе настолько, наверное, не должно быть. Игры во многом похожи, во многом отличаются, да, конечно, но то есть это такие огромные, эпичные, хардкорные dungeon-кроллеры. И ну, тут Мрачная Гавань более евро, а это более амери, потому что здесь вот, ну, вот эти кубы, и кубы ты можешь там немножко чуть-чуть переролить, но не более. А там, собственно, в Мрачной Гавани, ну, как бы и рандома-то не особо много, вот этой случайности. Там только случайность как бы на атаке, да, там какую карточку достали, плюс к атаке, минус к атаке. Вот там более просчитываемо все. Но я считаю, Мрачная Гавань проигрывает этой игре, например, хотя бы в том, что в Мрачной Гавани, если ты проиграл миссию, все, до свидания, ты проиграл, играй заново. Играй заново, дальше не пройдешь. Переигрывай, пока не выиграешь. А в этом смысле эта игра, ну вот как бы сильно более продвинутая, она позже заявлена была, позже вышла, она, конечно, впитала в себя какие-то более свежие, более новые моменты, и это здорово.
Хотя при том, что сейчас уже с момента ее выхода 19 уже 6 лет прошло, но тоже, наверное, какие-то вещи, может быть, вот эту книгу они со временем засунут тоже в приложение. Сейчас это модно. Кстати, озвучка есть. Я не знаю, будут ли делать Hobby World озвучку на русском языке. Озвучка английская есть. Лежит, ее, по-моему, за денежку продают. Я не покупал. Мы как бы сами с удовольствием все это дело читали. Ну вот, тем не менее. Как я уже говорил, количество игроков в этой игре заявлено от 1 до 4, но при этом я хочу сказать, что как будет один играть. Это все равно будут лежать все 4 героя, и он будет действовать за всех 4 героев. Ввиду того, что это хардкор и куча предметов, то одному бегать за 4 это, ну, такое. А на 2-3 игра наоборот упрощается. Но это как бы странная вещь, потому что она немножко подрывает RPG-составляющую. И как бы издатели пишут про это, что если вы как бы играете втроем, и вдруг, значит, там на привале, в процессе между миссиями вам говорят, что вот какой-то 4-й ваш товарищ чего-то сказал. Или прям даже во время миссии чего-нибудь с ним произошло, а его нету на столе. То есть его фигурки... Но это какая-то немножко не та история. Поэтому, ну, на самом деле, по-честному, в эту игру нужно играть либо вчетвером, либо любым количеством игроков, но на столе все равно должно лежать 4 персонажа. Ну, как бы можно там, если втроем, 2 играют каждый за одного, а 1 играет за 2. Ну, так, наверное, нормально. Что еще? Еще в этой, как я уже и сказал, это, собственно, Мидара, часть 1. В этой игре нет концовки. Ну, то есть она как бы, ну считай, что нет. То есть для того, чтобы понять, ну, как бы идем по истории, и вот как-то нет такого какого-то эпичного финала, ничего, потому что это первая часть. Ну, это плохо для этой коробки, но это в целом хорошо для игры, потому что, значит, будет еще там чего-то. Ну, каждый сам для себя решит, плюс это или минус. Как я уже говорил, есть всякие настройки по сложности игры, проще, меньше. Ну вот, но еще там есть прекрасный момент, можно... Кому совсем сложно, хотя, ну, как бы все, кто играют, хардкорные игроки, которые играют в эту игру, которые хардкорщики, они как бы не испытывали сложности с прохождением, и когда бы даже в первой части, после прохождения самых первой версии правил, которая 1.0 была Мидара, люди говорили, что слишком просто. Вот. Ну, как бы здесь постарались чего-то подправить, там вот с тем же самым треком инициативы, например, какие-то вещи стало посложнее, можете еще себе усложнить, там в правилах это есть, но если вдруг кому-то будет сложно, то можно, здесь есть возможность не умирать. Кстати, если вы умираете в течение миссии, то в начале следующей миссии вы восстанавливаетесь с половиной здоровья. То есть, ну вот Соловей, у нее 12 здоровья. Если она почему-то погибла в течение миссии, в начале следующей она восстанавливается с 6 здоровья. Гора контента, конечно, восхитительная. Здесь я не упомянул еще, давайте покажу. Здесь есть такие вот закрытые конверты с большими картами, средними картами, маленькими картами, и это все вот к этой огромной пачке будет еще и еще добавлять чего-то. Вам нужно будет с краешку там аккуратненько смотреть, чтобы все не заспойлерить, прям по номеру карты, в уголке номер написан. Вы находите нужную карту, вытаскиваете ее оттуда, о боже мой, значит, вот такая вот ситуация. То есть гора контента очень большая, я даже не все достал, оно все не поместилось сюда. Да, и гора контента восхитительная, всего много, но вспомните самое главное, что это первая часть, вас ждет еще вторая часть и третья часть. Когда ты это понимаешь, ты осознаешь, что это вообще вот как ты начал смотреть клевый сериал. Но если вам понравилось, конечно, это все для вас, это клевый сериал. Он тебе очень нравится. Его начали снимать там лет 7 назад и до сих пор еще снимают. То есть ты сейчас с удовольствием посмотришь там первые 2-3 сезона, за это время они снимут еще сезон, потом ты, значит, досмотришь это, еще то посмотришь, они еще, значит, сезон снимут. Ну, в общем, огонь. В смысле объема игры, если вам игра понравится, если вы втянетесь, будете играть, ну, в нее можно играть почти что бесконечно. Наверное, для меня это, наверное, плюс. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо, что смотрели. Это был канал Geek Media. С вами был Павел. До свидания, друзья.